Вот тут снега навалило. Здесь у нас есть два круга, по которым можно пройти. Прям одно удовольствие гулять здесь. Что-то вроде лотереи. Чувствуете благодать. Здравствуйте, мои дорогие снобы. Меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов, где я вместе с вами путешествую по интересным местам этой японской префектуры и рассказываю вам об этих местах. Сегодня мы идем в буддийский храм, а точнее буддийский комплекс Сэйрюдзи, где расположен большой Будда, самый большой в Аомори и один из самых крупных в Японии. Храм был построен относительно недавно, в начале 80-х годов, но он интересен, и природа здесь интересная. И вот как раз у нас здесь зима, очень красивая природа, елочки, криптомерии. И давайте пройдем внутрь и посмотрим на ту прелесть, которую нам предлагает японская природа и японские зодчие буддийского направления. На самом входе в храм, а точнее даже до входа, здесь есть небольшое что-то вроде храма. Здесь, к сожалению, сейчас он закрыт то ли строительными, то ли защитными лесами из-за снега, но здесь такой неплохой панорамный вид. Вокруг сюда можно зайти бесплатно, еще до билетов. И внутрь тоже можно зайти. Здесь мы сейчас зайдем. Дальше у нас идет алтарь. Ну, здесь уже надо разуваться, неохота разуваться. В общем, там можно тоже посидеть, посмотреть. Да, но, к сожалению, сейчас вот он закрыт, но я надеюсь, что летом он будет опять в своем красивом натуральном виде. Итак, мы вошли внутрь. Вход здесь платный, 400 йен за взрослого человека. Цена, я думаю, весьма приемлемая. И вот здесь, возле главного храма, стоит статуя. Снегом сейчас завалено, поэтому не очень понятно, но, скорее всего, это Рюко Ода, основатель этого храма. К сожалению, в памфлете об этой статуе ничего не написано, но я думаю, когда здесь снега нет, можно это прочитать. И вот основной храм, он сейчас, вероятно, на реставрации, поэтому он в каких-то строительных лесах, весьма некрасивых, в каком-то пластике, там внутри стройматериалы. Но туда все равно можно зайти и посмотреть на эстетику буддийских храмов в Японии, чем мы сейчас и займемся. Итак, мы внутри храма. Здесь никого нет. Здесь весьма холодно. Как и в любом буддийском храме, необходимо разуваться, когда вы входите. И вот здесь вот курительные свечи, алтарь, модель пагоды, цветы. Ну, можно войти, это все здание по кругу. Мы сейчас этим и займемся. Рядом с главным храмом вы видите пятиступенчатую пагоду высотой 39,5 метров, что является четвертой по высоте пагодой деревянной в Японии, самая высокая в Киото. И 5 этажей символизирует 5 базовых элементов: вода, земля, огонь, воздух и 5-й элемент – акаш, либо любовь, которую вы видели в фильме «5-й элемент». Ну, внутрь зайти, к сожалению, нельзя, но можно на нее полюбоваться снаружи. Правда, сейчас из-за снега ее нельзя обойти или зайти с другого ракурса, но она даже отсюда, с главной дороги, смотрится очень красиво, величественно и услаждает эстетический, архитектурный вкус любого ценителя, я так думаю. Вообще, здесь очень сейчас мало народу, кроме нас. Может быть, еще пару человек. А летом здесь народу весьма много. Когда я здесь был, сновали туда-сюда люди. Но здесь, что хорошо, здесь очень такое зеленое место, как вы видите. Тут криптомерии высокие, всякие другие деревья. И здесь так прохладно, хорошо, очень блаженно. Ну а сейчас вообще красота, особенно в такую сказочную снежную погоду. Прям одно удовольствие гулять здесь и все спокойно смотреть. И помимо просто осмотра достопримечательностей, здесь можно поучаствовать интерактивно в жизни этого храмового комплекса. И вот здесь специально приготовлен колокол и бревно, которым можно ударить в этот колокол. Оператор очень аккуратно надо быть. Значит, здесь написано, что вы можете положить сюда 100 йен и благодаря этому ударить в колокол 2 раза. Ну, 2 раза бить как-то это не по-христиански, поэтому я ударю 1 раз, и как раз вот будет достаточно 100 йен. Да? Вот. Кладем, а сейчас оператор заснимет. Я буду стоять вот здесь вот, значит, берем вот эту вот веревку, хорошенько ее раскачиваем, да,
Берем и... Ну и вот воздух уже очистился. Чувствуете, да? Вот как бы чистота до сих пор звенит. Очень здорово. О, вот это да. Я забыл. Надо было загадать желание и ударить потом. Но вы это сделаете обязательно. Положите деньги, загадайте желание, ударьте, и будет вам все хорошо. Вот я не знаю, передаст ли камера, насколько большой Будда, но вот я смотрюсь, вот я отойду чуть вперед. Видите, да? Вот тут снега навалило столько, а он, наверное, метров 20. Я потом напишу, сколько точно. Круто, в общем, пойдемте внутрь. Итак, мы зашли внутрь статуи, точнее не внутрь статуи, а внутрь постамента. Здесь у нас есть два круга, по которым можно пройти. Первый круг с табличками, с картинами, всякими гравюрами. Вот, а на внутреннем круге уже статуя Будды. В общем, ну тут, конечно, надо не просто знать японский, надо разбираться в буддизме. Я не то чтобы большой специалист по буддизму, поэтому мало что-то могу вам тут отдельного рассказать, но мне все равно здесь интересно. И запах такой приятный, вот запах вот этого вот восточного ладана, точнее курительных ароматических свечей. Здорово. Итак, во внутреннем круге здесь уже статуи, видите, барельефы на стенах. Здесь можно купить что-то вроде лотереи. Не лотерея, вот вы платите вот 200 йен, допустим, вытягиваете, там вам какое-то либо пожелание, либо ваше ближайшее будущее в такой завуалированной форме расскажут. И в центре алтарь главный. Ну и здесь вот можно купить всякие обереги. Вот на деревянных дощечках, согласно вашим знакам зодиака. В общем, интересная штука. На втором этаже вот мы забрались. Здесь тоже таблички. Здесь так уже сумеречно. Честно говоря, не очень понимаю назначение вот этих вот этого алтаря. Но вот так вот загадочно здесь, таинственно, да. Интересно. Кстати, по-моему, в прошлый раз, когда я здесь был вход на второй этаж закрыт. Ну и сейчас у нас есть такая возможность. И вот рядом с Буддой, с левой стороны, здесь у нас есть уже маленькие колокола. И сейчас я в них позвоню. Здесь 3 разных колокола, разной высоты звучания. И, насколько я понимаю, насколько я смог услышать в прошлый раз, они расположены по секундам, а не по терциям. То есть не как католические колокола, а как православные. Но я могу ошибаться. Если у вас хороший слух, то определите. Сейчас квест, надо аккуратно пройти туда, надеюсь, не упасть, чтобы в них позвонить. Так, и вот смотрите, звоним сначала в левый, теперь в дальний. Слышите? И теперь в правый. По-моему, вот эти вот как раз правый и дальний по секундам бьют, но я не уверен. Очистили воздух. Слышите благодать, чувствуете благодать. Вот я ее чувствую, не знаю насчет вас. Вот, а там дорога. Она сейчас закрыта из-за снега, но летом там можно пройти по нижней дороге и вернуться чуть-чуть другим путем. Вокруг криптомерия, сейчас оператор снимет, да, криптомерия, смотрите. Какая красота, да, какая благодать тут. Прямо и зимой хорошо, и летом хорошо, и осенью, наверное, хорошо тоже. Прямо очень рекомендую. В принципе, мы посмотрели здесь практически все. Единственное, внизу вроде как небольшой прудик. Там еще один дополнительный алтарь, по-моему, для душ упокоенных. Ну, может быть, я могу ошибаться, я не помню. Но главное, вот Будда, все есть. Вот эта вот площадка такая полукруглая. Очень приятное место. Я думаю, в любое время года сюда приезжайте. Если вы оказались в Аоморе, одно из таких вот самых приятных и значимых мест этого города. И хорошее место. Рекомендую всем. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания и до скорых встреч в Аоморе. Вот я этим, видите, как вот все. Надо делать все по технологии. Все, чтобы было правильно. Технология, чтобы была. Не просто пошел туда и упал, да? А вот прямо вот так вот, видите, расчистил путь. Как Данко или кто там у нас из хороших героев-то есть кто-нибудь такой? Расчищал. Первопроходец, в общем, я, да?